Решаем задачу SumArrays. Напишите функцию, которая принимает массив чисел и возвращает сумму этих чисел. Числа могут быть отрицательными или нецелыми. Если массив не содержит чисел, вы должны вернуть 0. Объявим переменную, которая будет называться result, и по умолчанию она равняется нулю. В эту переменную мы будем записывать сумму наших чисел. И далее сделаем перебор массива с помощью цикла for. На каждой итерации массива мы к текущему значению result будем прибавлять текущий элемент массива. И по итогу мы будем возвращать result. Проверим. Отлично, это решение работает. Есть еще один способ решить эту задачу с помощью метода reduce. Reduce — это довольно сложный метод, который используется для перебора массива с промежуточным сохранением данных. То есть, как это работает? Сразу пишем return, у нас решение будет в одну строку. И обращаемся к нашему массиву, обращаемся к методу reduce. И внутри него у нас пишется два аргумента. Первый аргумент — это callback функция, в которой мы указываем, что один элемент нужно прибавлять к другому. И второй аргумент — это значение, с которого будет начинаться перебор массива. Давайте открою инструкцию, чтобы объяснять на примере. То есть мы передали здесь 0. Это значение, с которого начинается перебор массива. То есть мы сумму начинаем считать с нуля, точно так же, как в прошлый раз, в прошлом примере, мы объявляли переменную, которая была равна нулю, и к ней прибавляли значение. Так вот, метод reduce, он перебирает каждый элемент массива. И здесь мы указали, что делать с этими элементами массива. На первой итерации а у нас равняется вот этому значению, второму аргументу, то есть а равняется нулю. Мы к нулю прибавляем первый элемент массива, то есть, например, прибавляем единицу. И 0 плюс единица равняется единице. Reduce запомнил это значение, и далее как бы записал его в эту переменную а. То есть теперь в переменной а у нас не 0, а единица. И к а мы прибавляем следующий элемент массива, то есть 5,2. 1 плюс 5,2 равняется 6,2, и 6,2 записывается снова в переменную а. И далее каждый раз у нас прибавляется к этому значению следующий элемент массива. Проверим это решение. И также тесты проходят, задание можно сабмитить.